полезна такая йога. Если есть потребность в ней. Но я думаю, вы же сможете посидеть так. Сколько? Минут 30, час. Я думаю, да. А здесь кто-то постоянно ходит, да, заниматься? Да. Да? Ты? Да, раса. Раса. Так он же не знает, я же на русском говорю. Ну, Ничего страшного. видно, Телепатия. он давал лекцию про метальные частицы, видно, он все-таки этим пользуется. Метание, они сами. Но если что, мы записываем уже давно, так что смотрите. Ладно. Хорошо. Так. Что бы мне хотелось сказать по поводу практики? Что вообще для нее нужно? Я, наверное, расскажу про самую простую практику, самую элементарную. Здесь ничего не будет такого как бы сверхнеординарного. Вот. Сверхнеординарного я уже наговорил много. Это еще нужно все расшифровывать. Поэтому просьба слишком все много так вот на ум не брать. Что бы мне хотелось сказать вам по поводу того, что вообще в принципе не мешало бы практиковать. Так, ну, делать, конечно, все асаны, это все дело полезное. Какие-то дыхательные техники, это все полезно. Но главное, чтобы во время вот всех этих йогических техник, каких-то асан, всего остального, чтобы вся ваша практика не была замкнута только на них. Вот, чтобы йога несла всегда духовный ориентир, чтобы духовный контекст, он всегда присутствовал в том, что вы делаете. Вот. Почему? Потому что йога ведет к самадхи, йога ведет к контролю сознания, контролю чувств, к самоосознанию. И если в йоге есть какие-то на вид очень простые методы, такие как асаны и пранаямы, то они, в общем-то, нужны в той или иной степени, если они служат инструментом. И ваше тело, ваше энергетическое состояние вам само подскажет, сколько вам нужно тех или иных разновидностей практик. Потому что, в принципе, да, то есть тело, конечно, поддерживать нужно. Но так, чтобы не было перебора. То же самое мудрые. В текстах упоминается много мудр. Допустим, там Киранда Самхити, там около 25 мудр. Но реально для достижения каких-то нужных состояний, для того, чтобы ваша энергия могла сублимироваться в более тонкий вид, нужно всего несколько каких-то мудр. Вот. Ну, тут, наверное, Адинат много уже рассказывал на эту тему, да? Еще мы к техникам даже не притронулись. Вон как.
Бедные люди. А если же они техники любят? Это ж ломки будут. Техники нынче, они как наркотики. Вот. Кругом идет охота за техниками. С какими йога-тычерами не пообщаешься, везде люди думают о техниках. И это понятно почему, потому что как бы у каждого человека есть его интимный мир, и он хочет посредством какого-то какого-то элемента, которым он сам лично управляет, получить какие-то личные ощущения, какую-то личную реализацию. Поэтому, в принципе, мне понятно вот это стремление к собиранию техник. Но я считаю, что каждая техника, она должна даваться максимально, максимально детализировано, так, чтобы гуру мог в соответствии с учеником, состоянием ученика, донести эту технику максимально доступным для него образом. Так как, в принципе, традиционная йога направлена на личность ученика, то когда ты кого-то обучаешь напрямую, конечно, это намного легче. Вот. Хотя, может быть, это зависит от квалификации йогина, от квалификации учителя. Это на самом деле такая очень актуальная тема, потому что на Западе очень много идет споров относительно того, кто такой гуру, кто является настоящим гуру, кто не настоящий гуру. Я думаю, что настоящий гуру он должен быть йогином хорошим. У него должен быть очень глубокий опыт, личный опыт. И то есть у него должен быть такой серьезный путь пройденный. С одной стороны, с другой стороны, это еще зависит и от восприятия ученика. Гуру может быть очень высокого уровня, но ученик может быть не готов, чтобы все воспринять. И поэтому для разных учеников есть разные гуру. Те, которые доступны вот на данный момент. Мой учитель, он говорит, что если вас гуру учит каким-то ритуалам, то это вот гуру кармаканды для вас. Если гуру учит философии, то это гуру философии, учит вас сиддханте. Если это гуру, который учит хатха-йоги, то вот это гуру хатха-йоги, это йогачарья. Если аюрведе, аюрведа-чарья, джьотиша-чарья. Или он может вас учить санскриту. Вот. Тот гуру, который ведет к самадхи и к мокше, к освобождению, такого гуру называют садгуру. Вот. Иногда бывает так, что прежде чем вы найдете садгуру, встретите садгуру, пройдет очень много времени. Вам будут встречаться разные учителя. Тогда вы встречаете учителя более сильного, да? Более
реализованного в садхане, с более глубокими знаниями, да, тогда вы своих предыдущих учителей должны рассматривать как причину того, что вы пришли к данному гуру. Да? Сначала был один гуру, он был причиной для того, что вы встретили другого. Вот, это очень важно, потому что все, что произошло в вашем прошлом, это вы сами. И уважая свое прошлое, вы лучше уважаете, осознаете самих себя. Вот. То, что можно сказать по поводу гуру. Мне встречались много людей вот, в России, ну так, пишут мне периодически письма какие-то, то есть они хотят каких-то гуру, таких бессмертных там, как Кощей. Вот. Каких-то чудотворцев. Но вряд ли эти чудотворцы, они публично где-то проявятся, потому что это опасно. Их сразу же отправят работать в цирк. Выделят какую-то зарплату из бюджета, и он будет летать через обручи. Вот. Но это я, конечно, шучу. В принципе, в Индии есть много разных йогинов, и гуру называют совершенно разных учителей. Вы их можете встретить, какие-то работники магазинов могут быть, да, там, работники там, железнодорожной станции, и какие-то индусы, если их уважают, они их называют гуру. Там все построено в основном на уважении. То есть если какого-то мастера вы уважаете, вы его считаете гуру. Вот. А по поводу традиций там тоже все просто, потому что они родились в той среде, и там очень большой источник информации, уже с детства они это все получают, у них это все в доступе. Плюс само то, что они рождаются в определенные готри, их с детства уже инициируют, они уже как бы рождены фактически, ну, такие традиционные в той или иной степени. Но есть разные традиции, разные, в каждой традиции свой профиль и какие-то свои тонкости. Конечно, лучше, если вы изучаете какую-то систему, быть инициированным у того гуру, который реализован в какой-то определенной традиции. Есть много йогинов, которые живут постоянно в садхане, и они, допустим, не принимают к себе учеников, ну, по разным причинам, которые больше как бы занимаются собой. Те инициации, которые у них есть, они им позволяют быть гуру. Вот. И обычно в индийском социуме их называют гуру. То есть им достаточно того, что ну, у него там, допустим, пурна саньяса, да, и он может быть гуру. Ну, по правилам индийской системы, если у человека саньяса, если это саду, саду, кто такие саду? Саду – это те, кто все время посвящают саду, то есть все время посвящают духовной практике. Не обязательно это человек, который не семейный, хотя, как правило, большинство саду, они не семейные. Ну, в Непале есть саду, которые семейные. Если у вас получается все время посвящать йоге, то вы саду. Вот.
независимо от того, как внешне вы взаимодействуете с этим миром. Саду не является частью этого мира. Он себя не осознает частью этого мира. Он осознает себя чистым сознанием, не привязанным к изменениям этого мира. Они его не поглощают, они его не захватывают. И я вот сколько с ними общался, я понял, что просто можно об этом вообще не думать. Гуру, не гуру. То есть если это йогин, если это серьезный подвижник, то от таких людей нужно перенимать знания. Знания, они не подразумевают, что это знание, вот, как сказать, знания, которые мы получаем из книг, какие-то вербальные знания, хотя они могут и быть на уровне священных текстов, каких-то авторитетных источников, там, как правило, тантр, агам, или же это может быть устное знание, когда гуру просто до ученика доносит свою реализацию. Знание — это не то, что дается. Никто никому ничего дать не может на самом деле. Потому что гуру, он пробуждает знания. То есть он какими-то вспомогательными элементами дает возможность своему ученику раскрыть все то, что у него уже есть. Поэтому, в принципе, вот это вот объяснение, что там гуру дает какое-то знание, оно не совсем верно. Это все очень условные понятия. Да, он что-то делает, он что-то рассказывает, что-то показывает. Ученик что-то схватывает, как-то это использует, получает какие-то эффекты, спрашивает еще, опять общаются, опять какие-то эффекты получает. И так на протяжении 12 лет в нашей традиции происходит эволюция ученика. И гуру не является просто телом, не является просто телом физическим, хотя, конечно, он воплощен в теле, но если бы он был бы развоплощенным, то как бы не было бы источника, через который вы могли бы воспринять нечто большее. Вот. Поэтому гуру — это то, через что проявляется больше, чем тело. То есть проявляется какая-то более высокая реальность духовная. Вот. В каком-то смысле, вот как говорят в Индии, гуру даже больше, чем Бог. Это, конечно, звучит слишком, не совсем нормально в понимании обычного человека. Это может быть большие несостыковки в его уме, как такое может быть, но на самом деле Бога мы не знаем. То есть слово Бог, нам ни о чем не говорит. Вот. Мы можем просто что-то где-то прочитать, услышать, но нам нужен опыт. И гуру, он видит ученика, потому что у гуру есть сознание определенное, и гуру нужен для того, чтобы вы получали живое знание.
И гуру видит качество ученика. Допустим, книга, она просто книга. То есть она просто есть и все. С книгой вы не можете общаться. Когда вы общаетесь с гуру, и он дает какие-то практики, дает какие-то ориентиры, то вы делаете какие-то техники, и со временем вы начинаете раскрывать как бы в себе новое восприятие. Вы начинаете понимать, что этот мир, он является отображением вашего сознания. Все, что с вами происходит, это отражение вашего сознания. Я сразу вспомнил, вот мы недавно говорили относительно психологии Юнга. Да? Он, кстати, изучал восточные системы, был такой психолог Карл Юнг. И он вывел такие образы, как там архетипы, мифы, коллективное бессознательное, индивидуальное бессознательное, благодаря которым он пытался как бы объяснить многие мировоззренческие системы, в том числе и восточные, такие как Пуруша, Пракрити, там, микрокосмос, макрокосмос. То есть он это объяснял понятиями мифов. То, что есть какой-то коллективный миф, и человек, он, когда он принимает какую-то систему ценностей, он начинает жить этим мифом. То есть он как бы одевает на себя одежду вот этого коллективного бессознательного, да? Если он китаец, то он видит какие-то даосские энергетические каналы в своем теле. Вот. Если это хинду, в зависимости от того, какая это традиция, то есть он видит в себе чакры, каких-то богов, там, каких-то деват, какие-то татвы. Если это буддист, то же самое. Вот. Если это мусульманин, он видит 5 пророков, да, там, Магомед, там, Иса, какие там еще, Моисей и так далее. Вот. Если это каббалист, у него свои мифы. В каждой культуре есть какие-то свои мифы. Вот. Но он их так назвал. Может быть, это не совсем как бы звучит духовно, вот. Потому что в религии они как бы это все рассматривают очень серьезно. Это не просто мифы, а это как бы мироустройство определенное. Вот. Потом мифы же бывают разные, не обязательно религиозные. Просто вот какие-то привычки, которыми живет большая часть человечества, которые проявляются в каких-то рефлекторных реакциях на что-то. Вот. И на самом деле могут большинство людей возникать какие-то предпочтения их собственные. То есть что он выбирает, какую из систем он выберет, какая ему больше нравится. В зависимости от своих каких-то склонностей духовных. По такой же причине выбираются Иштадеваты в Джьотиши. То есть смотрится там кундали, там высчитывается, значит, то божество, которое ведет к мокше. Момент рождения, он очень важный, потому что он формирует характер человека, его карму. И в соответствии с его характером у него проявляется тяга к определенным вещам в этом мире, к определенным сферам. И в индуизме эти сферы, они как бы олицетворены какими-то богами.
или какими-то там доктринами. Поэтому боги и различные доктрины служат такими методами, упаями для того, чтобы привести к освобождению. То есть мы устраняем как бы источник перерождения в этом мире. Вот. Можно, конечно, углубляться в эту тему относительно искренности нашего выбора, потому что у нас бывает очень много желаний, желания могут быть противоречивы, они могут быть очень поверхностны, и поэтому они не реализуются. То есть они просто нас посещают, и как бы вся энергия, она рассеивается то на одно желание, то на другое. Когда мы пытаемся какое-то одно реализовать, у нас энергия как бы недостаточно для того, чтобы оно реализовалось быстро. Требуется какое-то время, какие-то усилия. Если мы что-то выбираем одно и начинаем искренне верить, паранормально верить в это, то это желание реализуется очень быстро. То есть если вы все остальное оставляете, всю свою энергию инвестируете в свое как бы намерение, да, что вы выбрали, то это моментально может все материализоваться. Вот. Но это как бы не всем людям свойственно. Вот, поэтому это, конечно, вопрос искренности. То есть что-то мы должны всегда оставлять, чем-то мы должны всегда пожертвовать. Если мы хотим что-то получить, то нам нужна вайрагья. Если мы хотим перепрыгнуть через пропасть, мы должны оставить чемоданы. С чемоданами мы не перепрыгнем. Вот, поэтому вайрагья – это естественная вещь. Оставление – это естественная вещь. А если цели очень высокие, действительно высокие, вы сами искренне понимаете, что это высокая цель, тогда и оставления высокие тоже должны быть. Поэтому если человек выбирает мокшу, то ему придется многое оставить. Ну, а если точнее, оставить все. При этом все не так трагично, как кажется. Потому что оставлять на самом деле нечего. Что вы все равно никуда не денетесь. Если вы все оставите, куда вы исчезнете? В пустоту. А пустота – это то, в чем все содержится. Соответственно, оставив все, вы получаете все. Поэтому хитрые люди, они понимают, что как бы в большем оставлении больше выгод, больше возможностей получения. Вы знаете, когда в Израиле это рассказывал, они очень быстро это поняли, моментально. Относительно получения. Прям молодцы, сразу схватили тему. Вот. Поэтому как бы йога и тантра, они очень тесно связаны. То есть отречение, уход из мира и погружение в мир. В разном качестве мы можем уйти из мира, и в разном качестве мы можем погружаться в этот мир. То есть в этот мир кто-то является вообще, может явиться аватаром. Да? Вот. Но я не аватар, поэтому как бы много об этом говорить, наверное, я не буду. Вот. Хотя эта тема интересная, конечно. Об этом можно много говорить. Поэтому я расскажу о Горакшинатхе, о его практике. Вот. В нашей традиции аватаром является Горакшинатх. И через Горакшинатха мы можем реализовать очень многие вещи. Горакшинатх – это очень необычное божество,
Горакшанатх является формой Шивы, такой формой Шивы, который все оставил в этом мире, и поэтому через Горакшанатха проявляется лак Ниранджан, проявляется пустотность. Есть очень много всяких историй про Горакшанатха. Я стараюсь как-то их освещать, какие-то переводить. Это очень необычный йогин, очень необычная форма Шивы. И, наверное, о нем можно рассказывать не один день. Я думаю, что если вы будете больше интересоваться, то вы обязательно найдете о нем много-много-много всего. Не только то, что о нем написано, но и мы считаем, что в нашей традиции, что можно получить даршан Горакшанатха напрямую, если на него медитировать. Горакшанатх является гуру. Гуру — это тот, кто обладает огромной силой. Потому что Шива, он как бы, он пустой, он пустотный, а Шакти, то есть Шива — это Акаша, это Пракаша, как бы великая пустота изначальная. А Шакти — это время, это то, что постоянно меняется, что время бежит постоянно. Это то, как бы, из чего состоит это бытие. И Шакти — это то, через что себя реализует Шива. Гуру — это тот, кто обладает силой. Поэтому гуру в нем должна быть шакти, в нем должна быть сила, и в нем должно быть знание, трансцендентное знание. Что такое трансцендентное знание? Мы его постигаем через джняна-йогу. Джняна-йога в себя включает практики такие, как шравана, это слушание, когда гуру читает какие-то сутры, какие-то тексты, и ученик их слышит, или мантры. Манана — это когда ученик задействует уже помимо физического тела тонкое тело, ментальное тело, манана, да, сукшма шарира, и нидитхьяса, когда задействовано карана шарира. То есть нидитхьяса — это погружение в суть медитации, в суть того, что вы уже как бы осмыслили из текстов. Как я уже говорил, все эти тексты, они произошли из Шивы и Шакти. Они связаны с разными амнаями, с разными ликами Шивы. Вот. Поэтому медитация на чакры, когда мы через чакры постигаем какие-то аспекты кундалини, которые проявляются в чакрах, как там дакини, ракини, лакини там, и так далее, там хакини, якини, в общем, в чакрах. Да? Это разные, это кула кундалини. Это одна кундалини, но разные аспекты в разных чакрах. Вот. Или же, когда мы получаем знания относительно учения от гуру, это все является одним целым. Или же, когда мы почитаем гуру, мы получаем как бы знания даже тогда, когда гуру вообще ничего не говорит. Это называется шактипат, ануграха.
Есть такое понятие, как шактипат. Мы можем получать шактипат от божеств, но так как гуру передает мантру, а мантру он сам реализовал, раз он ее реализовал, эта мантра фактически является им самим. Фактически это гуру он передает как самого себя, эту мантру. Вот, поэтому это очень сакральный процесс, и когда мы получаем мантру от гуру, и вместе с мантрой мы получаем энергию божества, то мы не разделяем эти вещи. Это одно целое. Соответственно, гуру татва, она очень актуальна для йоги. И Горакшинатха, он является гуру. То есть нет разницы между гуру, который вот передает мантру, между Горакшинатхом. Ну, собственно, и самим учеником, если ученик принимает эту мантру. Он принимает эту мантру, начинает на нее медитировать, начинает ее чувствовать, у него появляется какой-то опыт анубхава. И в конечном счете вот как я говорил, да, там гуру там сначала что-то рассказывает, потом ученик там осмысливает и так далее. Фактически джняна-йога, мантра-йога – это одно и то же. То есть вот вы посредством каких-то внешних элементов все больше как бы направляете свое сознание на внутреннее. То есть нидидхьяса – это фактически форма дхьяны. То есть когда вы получаете не просто какую-то информацию, а это джняна, это знание, знание какое? Знание атмана, атман-джняна или брахма-джняна. Если вы буддист, то вы получаете знание своего собственного сознания, чистого сознания, рикпа. В тибетском буддизме есть такое понятие, как кунджи и алая виджняна. То есть фактически это аналог атмана и параматмы. Хотя они об этом не говорят, но некоторые ламы, они так говорят, что ну вообще-то есть, да, ну как бы тема скользкая. Вот. То есть это реальный опыт, который вы на практике проживаете. Вот. Что бы вы ни практиковали, мантра-йогу, там, хатха-йогу, потому что хатха – это йога Солнца и Луны. То есть когда вы устраняете все полярности, связанные с энергией, связанные с сознанием в себе самом, да, в себе самих. Раджа-йога, когда вы практикуете контроль своего сознания, да, контроль чувств. Какие бы формы йоги не были, все они фактически являются просто одной йогой. Поэтому мы это не делим. То есть здесь не должно быть слишком много путаницы. Когда мы в каждой такой йоге начинаем больше как бы отделять каких-то форм практик, да, тогда мы начинаем, естественно, сталкиваться с проблемой различия одной йоги и другой. Чем меньше мы разделяем, чем больше мы видим какие-то сущностные элементы той или иной йоги, тем больше мы как бы приходим к тому, что они начинают потихоньку, все реки, сходиться в одном океане. Вот, в конечном счете есть йога. Она так и переводится, единство. То есть, поэтому йогу так и надо понимать, как единство. Вот. И разделенность, она, в общем-то, нужна только потому, что мир очень сложный. В мире очень много разделенности, слишком много. И
наверное, сколько существует объектов в этом мире, сколько существует проявленных форм в этом мире, столько и существует форм йоги. Если все эти формы, все эти реальности являются инструментом для того, чтобы вы постигли единство, то все они становятся упаями, методами, ведущими к йоге, ведущими к адвайте, недвойственности. Вот. И что я могу вообще порекомендовать, чем заниматься? Я могу порекомендовать практиковать почитание Горакшинатха. Почему Горакшинатха? Что такое Горакшинатха Упасана? И почему вот это почитание Упасана, это почитание, поклонение, не обязательно может быть поклонение или там простирание. Почитание может быть вот молитва, да? Может просто дхьяна, это все может быть упасана. Почему для йогов актуально? Потому что в нашей традиции, как и во всех индуистских традициях, всегда почитание гуру было на первом месте. Потому что если не будет гуру, не будет ничего. То есть не будет никаких методик, не будет никакого учения. Вот, поэтому во всех поклонениях там, янтрам, каким-то деватам, всегда начинается с почитания. Обычно там Ганешу почитают, да? Какую-то коротенькую стотру Ганеши читают. Для того, чтобы просто устранить препятствия. Так вот повелось в Индии. То есть сначала нужна какая-то чистота общая. Некоторые Ганешу могут долго почитать. То есть длительное время, несколько месяцев. Вот. Он как бы устраняет какие-то препятствия на духовном пути. То есть он как бы приобщает садхаку к уже другим садханам, таким вот основным. Дальше идет гуру, потому что гуру передает все садханы. А потом идет Иштадевата и основное божество, и все остальные деваты, какие только есть. На определенном этапе практики, если вы почитаете каких-то деват, то если эта практика, эта медитация становится более глубокой, то в зависимости от ситуации, вот, как у вас складываются ситуации в жизни, Иштадеватой может быть любое божество. Это, в общем-то, высокий уровень практики. То есть любое божество может стать вообще основным на данный момент времени. Вот. Может быть, там у кого-то это вообще в уме не укладывается, как такое возможно. Но если ваш опыт более глубокий, если вы понимаете, что Дживан Мукта, то есть он не может сделать так, чтобы в этом мире у всех людей навсегда исчезли страдания, потому что много приходило всяких учителей, но как бы страдания все равно остались. Даже те, которые там вроде как бы и помогают живым существам, но как бы все равно духа, она все равно остается. Те говорят, что пришел Иисус Христос, он там всех спас, да? Там пришел Будда, он принес спасение. Да, он дал путь, но как бы это же еще не говорит о том, что спаслись прямо все, сразу же. Что страданий нет. Не есть
И в этом мире они всегда будут, в том двойственном мире. Такова майя. И поэтому жить в этом мире и не соприкасаться с этими проблемами очень сложно. И эти проблемы, все те омрачения, которые бывают у людей, это вполне нормальные вещи. То есть от них все равно никуда не денешься. Поэтому нам их нужно сакрализировать, когда они появляются на тот или иной момент нашей жизни, нужно делать определенную практику, которая с ними связана. Ну, например, если мы пробуждаем кундалини, и кундалини застревает в Свадхистхана чакре, не поднимается выше, людей могут возникать там сексуальные желания, да? Ну, какие-то страсти. Тогда тантрики рекомендуют практиковать вот конкретно именно панчамакара пуджи. Но, опять же, то есть они практикуют вот эти сакральные ритуалы, но рассматривают их как методы, в котором присутствует само божество. И это божество, оно как бы трансформирует грубую энергию в духовную. Только на данный период времени эта практика нужна. То есть если кундалини поднимается дальше, то потребности в этих панчамакарах нет. Бывает так, что она как бы поднимается, потом через какое-то время там, она опять как бы идет в нижние чакры. Вот. Но если вы опытные практики, то все эти элементы, они сводятся все к большему минимуму. Вот. То есть здесь как бы не нужно быть такими ханжескими людьми, то есть это нужно все понимать. Вот. Но такого вида практики, они не должны становиться причиной для того, чтобы как бы их превращать в какие-то формы недуховные. Какие-то формы какой-то попсы, какого-то нью-эйджа. Вот. Если они не меняют человека и не развивают ситхи, то как бы смысла их особого нет. Тогда лучше просто людям заниматься сексом и никаких проблем. Вот. Но если мы собираемся конкретно вообще трансформировать какие-то энергии, тогда должны понимать, что это связано с деватами, это связано с мантрами. Это просто определенные формы упасаны. Есть такой путь. Вот. И я как бы не рассматриваю просто обычных йогов, которые фитнесом занимаются. Я не рассматриваю тантру, которая на Западе, в виде нью-эйджа. Если им нравится, пожалуйста. То есть пускай они продолжают, как бы, может быть, кому-то это как-то там полезно. Но для тех, кто практикует садхану серьезно, эти вещи, они, в общем-то, несерьезные. Они не для зрелых людей. Вот. То есть не для духовных. То есть сфера ваших желаний, она как бы трансформируется в устремление уже другое, более мощное, более глобальное. Так вот, Горакшанатх. То есть Горакшанатх, как я уже говорил, что вот есть гуру, да, есть йогины, которые практиковали какие-то аскезы, тапаси, то есть они уходили куда-то в лес для того, чтобы углублять свой опыт, свою практику. Также в каких-то буддийских традициях были бодхисаттвы или махасидхи. Да? Я уже говорю, что божества там почитаются именно как махасидхи. И часть из них были надхами.
Соответственно, в нашей традиции, если там в буддизме там какие-то обычные индуистские божества, ну, там иногда могут рассматриваться как сансарные какие-то боги, да, какого-то там более высокого уровня, чем люди, да, там, с ними связан мир богов какой-то, да, но все равно, это, конечно, более высокий уровень, если вы переродитесь в мирах каких-то деват, в каких-то локах, но это еще не мокша. Вот. Только просветленные существа, ситхи, они становятся освобожденными. А в нашей традиции мы рассматриваем божеств, фактически очень похоже, как и в буддизме, но как бы у нас сначала идет Горакшанатх, потому что он йогин. Он хоть и Шива, да, но он йогин. Точно так же 9 надхов основных. Это те же самые боги, которые получили знания йоги от Горакшанатха, и они не направлены на бхогу, на наслаждение, потому что многие боги вследствие своей более высокой татвы по сравнению с людьми, то есть они могут себе позволять наслаждение более высокого формата. Вот. И, собственно, Горакшанат, 9 надхов, это йога-рупа. А такие боги, как там Ганеша, Шива, там, Парвати, это больше именно бхога-рупа. Вот. Но все они как бы являются одним целым. То есть мы не погружаемся в бхогу, если у нас нет йогического чистого состояния. Горакшанатх, он как бы собой олицетворяет то состояние Шивы, которое как бы над бхогой. Горакшанатх, он тапасви, он как бы аскет. Вот. И если вы почитаете Горакшанатха, это не значит, что вы не можете почитать других деват. Вы просто, как я уже говорил, если почитаете, должны как бы в чистом виде проживать все то, что из себя эти божества в целом представляют. Вот. И для этого нужен гуру. Чтобы гуру садхану передал в правильном виде. Соответственно, Горакшанатх, он собой олицетворяет просветленного Махасидху, он собой олицетворяет гуру. В общем, вот все, что является основным, все то, с чего надо начинать, а мы, собственно, с чего начинаем, тем и заканчиваем. Всегда. Горакшанатх — это, в общем-то, такой прямой опыт, как прямая анубхава. Он просто собой олицетворяет путь йоги. Не просто какой-то одной йоги, какой-то одной практики, а любого вида. Поэтому он очень помогает. И когда вы делаете упасану Горакшанатху, к вам могут приходить какие-то осознания в процессе практики. Хорошо. Как практиковать упасану Горакшанатху? Очень просто. Если вы можете тело подготовить до такого уровня, чтобы вы могли сидеть, хотя бы в одном положении, с ровным позвоночником, там от 15 минут и больше, то в принципе вы готовы. Никаких проблем нет. Вот. Если вам тяжело сидеть, вы можете больше использовать каких-то второстепенных практик хатха-йоги. Об этом я уже сказал. То есть я думаю, что в общем целом вы так уже имеете какие-то ориентиры. Соответственно, чаще всего мы используем какие асаны для медитации. Это сукхасана, это вот сидя по-турецки.
Значит, гуптасана — это когда мы там одну стопу там просовываем туда за голень. Вот. Значит, свастикасана, то есть когда одна стопа сверху лежит. Вот. Есть еще сидхасана, она более сложная, то есть там нужно пяткой давить на промежность, пятку эту просовывать. В общем, это сейчас постараюсь показать. Вот. Такая техника. Вот это сидхаса. То есть, когда мы давим на, значит, на канду, то как бы вся энергия концентрируется в промежности, то есть, и отправляется в сушуму. Вот. Но сидхасана вот в таком виде она сложная для большинства людей. Поэтому, в принципе, можно практиковать свастикасану или какую-либо другую. Можно ваджрасану, сидя на пятках. Вот. Ну, я особо не буду вдаваться в какие-то детали, там, какие-то тонкости. Вот. Это ни к чему. Вот. Если вы просто какие-то делаете тренировочные асаны, каким бы стилем йоги вы ни занимались, конечно, вы можете использовать обычный мат для этих самых, для асан. Но если вы практикуете больше именно пранаяму, мантры, дхьяну, то нужно использовать асану, вот, на которой вы сидите. Вот. И нежелательно, чтобы, как я уже говорил, чтобы на нее кто-то становился, кроме вас, потому что это ваша энергетика. И каждый раз, когда вы будете использовать все больше и больше одну и ту же асану для практики, то есть это будет влиять на то, чтобы вас как бы поддерживать духовно, психически. Психическая энергия, она связана с определенной асаной. Вот. И, значит, вы садитесь, читаете мантру для асаны, можете коснуться руками вот так, прочитать мантру, такую коротенькую мантру. Сат намо адеш, гуруджи куадеш, гуруджи, знаете, ман мару, майда кару, кару чакначур, ажна криток, байтхун, асна, пур, шинатха, джигуруджи куадеш, адеш. Все. Ну, прочитали. Вот, вы как бы сформировали сферу, которую вы будете практиковать. Вот. Дальше что? Дальше вы можете почтить Ганешу. Если у вас есть какие-то четки, то можно четками. Если нет, обычно, если там Ганеша, то это мантра Гам Ганапатаи Намаха. Такая самая распространенная. По поводу четок. Если вы все-таки используете четки, да, желательно их хранить в каком-то мешочке. Если тяжело вот руку держать вот в таком положении и читать мантру, да, перебирать четки, то нужно, чтобы как бы четки они были хотя бы на вашем теле. Ну, там на ноге, да, допустим. Или как минимум нужно постелить что-то такое, какую-то асану для четок, потому что я говорю, что четки это мурти божества, поэтому как бы, им нужно относиться очень бережно. Если вы долго читаете мантру, реализовали ее ситхи, тогда вы эту мантру, эту малу, вот эти четки можете носить на себе. Многие садху они на себе носят. Почему? Потому что они мантру Шивы реализовали, ну, соответственно, они сами являются Шивой. Поэтому никаких проблем.
Шиву никто не сглазит. Вот. Но сразу их вешать на себя как бы смысла нет особого. Вот. А есть как бы такой вот нюанс. Вот. И когда вы на себе держите четки, да, то как бы они находятся в вашей энергетике. Вот. Если у вас нет четок, то вы можете просто сделать, как Гуруджи вас показывал, такую шангха мудру. Вот так ее перед собой держать, то есть образуется такая раковина шангха. Вот. Когда вы в ладони держите вот таким образом, то, соответственно, все энергии, они находятся внутри, значит, канды. Канда — это место, где все энергетические каналы соединяются через Иду Пингаву, через два боковых канала. Когда мы носим эту нить надховскую, да, джанео, то есть это тоже символ канды, что касается напхи. Это павитри касается напхи, пупка. То есть в области пупка там соединяются все 72 тысячи нади, но как бы 3 основные Ида Пингава, засушенные. Вот. И когда вы держите вот так вот шангха мудру, то есть вы как бы энергию туда всю концентрируете. Нади от слова нада означает поток. То есть нада еще означает звук. Лепестки чакры — это все энергетические каналы нади. То есть они связаны с буквами санскрита. Буквы санскрита — это звуки. А также нади, они связаны с разными полостями тела, если на грубом уровне. То есть это вот отверстия, да? Там глаза, нос, рот, уши. То есть полости связаны с элементом акаши. Поэтому, когда вы слушаете, допустим, делая пранаяму, да, шум в теле, да, все какие-то обменные процессы происходят. Сначала вы слышите просто шум, как там, значит, все циркулирует внутри, да. Отталкиваясь от грубого, вы переходите к шумам более тонким. Есть такая практика. Это звуки нады. Вот. Если вы практикуете мантру вот с этой шангха мудрой достаточно долго, то через 6 месяцев вы услышите вот эти звуки. Как я уже говорил, не ударный звук, а анахата нада. Вот. А есть анахад. То, как в традиции Горакшанатха переводится, это не просто неударный звук, а это безграничный звук. Переводится анахад, то есть анахата, как бы даже анахата, вот такая там долгота, да? Там Т в конце, да? А как бы Горакшанатха там в конце Д. То есть получается безграничный. То как бы ваш ум он растворяется в бесконечности. Вот. Когда можно практиковать? Можно утром, можно вечером. Утром вы должны, прежде чем сесть на асану, вы должны сделать снану. То есть вы должны, как проснулись, сделали омовение. Вот. То есть ваше состояние должно быть как бы, так, активным, чистым, делается снан. Вот. Если есть какой-то более глубокий интерес к этим практикам, то есть там специальные мантры для сна, там, при просыпании, ну это уже как бы так, если кто-то углубленно решится практиковать. Вот. Если хотите что-нибудь попроще, то можно просто сделать снан, значит, сесть лицом на восток. Обычно лицом на восток практикуем, с прямым позвоночником. Вот, вы читаете асана мантру. Все, вы посидите. Дальше вы почитаете Ганешу. Можно мантру Гама Ганапати Намаха, можно какие-то стотры. Вакратунда, Махакая, Сурьякоти, Сарва Брабха,
Вигнам Карумы Виласа Вада Каришу Сарвада. Есть там другие стотры, длинные стотры Ганеши. Ну, можно просто джапу Ганешу, Ганга на Патайна. Вот. Прочитали мантру Ганеши. Дальше. Вы можете представить над головой как бы 1000-лепестковый лотос, там представить лебедя Хамсу, называется Хамсасана, и на лебеде еще лепесток. Ну, как бы лепестки, как там 8 лепестков лотоса. Это называется Падмасана. Падма — это лотос, да. И в Падмасане вы можете представить гуру. Вот. Если вы знаете какие-то стотры, можете представить гуру, который сидит в лотосе. Если у вас гуру нет, можно представить Горакшанатха. И читаете стотры. Акханда мандалакарам юктайна чара чарам татпадам даршитам вина тасмай шри гуру гуру брахма гуру вишну гуру деву махешвара гуру сакшат парабрахма тасмай шри гуру. Вот. Можно какие-то мантры прочитать, мантры гуру. Ом Брихаспатаи Сваха, все такое. Ом Гуру Винна. Можно на четках. Вот. Прочитали мантру гуру, стотры. Дальше приступаете к мантре Горакшанатха. Вот. Дальше пранаяма. Пранаяма. В нашей традиции не используются ньясы. Ньясы, вы знаете, что это такое, да? Ньясы — это вы когда вот там касаетесь разных частей тела, Ангушта Бьямна Мага, Карджами Бьямна Мага, Абьяма Бьямна Мага, Анамика Бьямна Мага, Камишта Бьямна Мага, Каратава Кришта Бьямна Мага, Кридаина Мага, Шиваси Свага, Шикрияя, Вишатка Вачая, Гум Тритраяя, Ушар Страйпха. То есть вы как бы не ясами или не риши ньяса, то есть вы касаетесь разных частей тела, вы как бы ньясами как бы формируете определенную атмосферу, в которой можно практиковать мантры. Но это делают тантрики в Индии. Для йогинов мы ньясы заменяем просто пранаямами. Можете 21 раз делать пранаяму на Адишотхану, то будет достаточно. Почему йогины не используют ньясы? Потому что ньясы, там как бы используются определенные биджи, биджи-мантры. Биджи — это слоги, как бы сокращенные. Допустим, храм, Кридаяй Намаха, Хрим Шираса Исваха, Рум, Шикаяй, Ваша, Раим Кавачай, Хум, Храм, Тинтрияй, Моша, Раха Страйпха. Там нужно, чтобы использовались именно буквы санскрита. А так как в нашей традиции йогины, они конкретно не относятся к ведической системе или к стандартной тантрической, то есть они могут использовать хинди, они могут практиковать внутри, допустим, исламской среды, да, джайнской, там как бы не санскрит у них. Соответственно, как бы использовать вот эту систему очень сложно. То есть санскрит, он нужен для пандитов. То есть нужно быть браманом. Вот. А большинство йогов, они вне каст. Поэтому чаще всего они используют какие-то смешанные языки для каких-то молитв. То есть там может быть и хинди, и много-много других. Санха-бхаша называется, смешанный язык. Ну, это как бы отдельная тема. Вот. Значит, чтобы не делать ньясы, мы используем пранаяму. Пранаяма очень простая. То есть вы проверили, какая ноздря дышит у вас,
правое или левое. Вот. Вы, соответственно, если видите, что дышит лучше левое, сначала выдыхаете воздух полностью, потом вы перекрываете там. У меня дышит, допустим, лучше правое. Делайте глубокий вдох, рукоплавно. Сначала попеременное дыхание. Медленно. Можно вот такую мудру сделать лишнюю. Когда вы делаете вот это попеременное дыхание, вы его делаете до такой степени, чтобы у вас как бы вот эти свары, вибрации, ну как бы потоки воздуха, они выровнялись в ноздрях. Как только они выровнялись, дальше вы можете просто практиковать кумбаку. Вы делаете вдох, наполняете сначала живот, потом дыхание наполняется средний отдел легких, потом верхушки. Задерживаете дыхание. Значит, сокращаете тазовое дно внизу, да? Потом вы как бы делаете Джавандхара Бандху, вы опускаете подбородок, чуть-чуть его подтягиваете вверх. Задержка дыхания. Притом, когда вы делаете задержку, вы как бы смотрите мысленно, я бы даже посоветовал мысленно, в переносицу, туда вверх. Правильно даже сказать, вот не в межбровье, а вот брахмарандху вверх туда. То есть как бы взгляд получится такой внутренний. Потом отпускаете верхний замок, нижний, выдох. Делайте это до тех пор, пока как бы не наступит состояние спокойствия, тишины. После этого вы повторяете джапу, повторяете мантру Гуракшанатха. Ом Шива Гуракшанатха, Ом Шива Гуракшанатха. Медитируйте на Гуракшанатха. Если вы будете достаточно долго сосредотачиваться, концентрироваться, то от самого Гуракшанатха, его образа, я уже говорил, что есть тхула, есть сукшма, есть пара образ. То есть вы можете почувствовать разные изменения в своей психофизике. Когда вы концентрируетесь на чакрах, если у вас ноздри дышат одинаково, повторяйте Шива Гуракша йоги и делайте такое движение вверх. Но вот так, чтобы как бы энергия двигалась вверх. То есть, если дышит только одна ноздря, то просто повторяйте. То есть вряд ли она как бы будет проходить сквозь чакры. Вот, в общем-то и все. Вся практика. По поводу как бы анлома-вилома на дишотхана. То есть на дишотхана это когда включается еще кумбака. То есть анлома-вилома это попеременное дыхание. Вы просто сменяете ноздри. Но когда вы дышите, нужно дышать очень аккуратно, как бы не форсировать, то есть чтобы не было таких сбоев. То есть не вот так, а плавно. Знаете, как вот как струя масла, да, когда нальется вот непрерывно. Не просто вот там какие-то обрывки, да, непрерывно должен идти поток. Точно так же вот дыхание. То есть оно должно просто быть и двигаться там вниз, да, слева, если вы вдыхаете в левую ноздрю, и выдох в правую. Также поднимается вверх. И вы как бы прочищаете боковые каналы.
Вот. Что еще тут можно сказать по поводу практики? Можно практиковать утром, вечером и днем. Но это слишком много. Обычно, большинство йогинов в Индии практикуют утром и вечером. Если есть какая-то еще активность у вас, да, вы чем-то заняты, можно практиковать только утром и вечером. А если выбрать что-то одно, да, вот у вас есть время ограниченное, да, допустим, в день вы можете практиковать там час, да, и больше, тогда вы практикуете, или там 40 минут, да, вы практикуете только утром. То есть утренний период, он самый важный. Конечно, желательно практиковать лучше на восходе солнца. Потому что Брахма-мухурт — это благоприятное время. Но если невозможно, бывает там, что человек в разъездах, да? Вот у меня бывают такие там перелеты какие-то. Мой гуру сказал, что когда проснулся, тогда и Брахма-мухурт у тебя. Иногда бывает так, что я в Брахма-мухурте только спать ложусь. То есть день и ночь находятся в сознании. Когда вы уснули, тогда у вас ночь началась. Когда вы проснулись, тогда у вас начался день. Их можно рассматривать как внутреннее состояние. Но это примерно точно так же, как вот там доши, да? И климат. То есть они как бы доши связаны с риту, с сезонами, согласно аюрведе. Вот. И, допустим, некоторые рекомендуют там одни виды пранаям, там охлаждающие пранаямы делать летом, согревающие делать зимой. Но очень сложно сказать, где какой климат. В Индии, допустим, там где-нибудь в Кашмире там всегда будет холодно, а где-нибудь там в Тамилнаду, в Керале там всегда будет жарко. И летом, и зимой. Вот. Поэтому как бы время, оно находится в нас самих, внутри. И как бы большинство вот этих охлаждающих, там, пранаям, обогревающих, они предназначены для того, в зависимости от того, какая доша доминирует. Если у вас там доминирует, допустим, скажем, вата, да, то вы больше делаете сурья-бхеду. Если у вас там доминирует что? Доминирует капха, то вы делаете уджай. Если у вас доминирует пита, то вы делаете щитари, ситкари, пранаям, охлаждающую. Бхастрика, она все уравновешивает. Если вы, допустим, в более-менее уравновешенном состоянии, то можно просто делать только одну шотху. Вот. То же самое можно сказать относительно дня и ночи. Когда проснулись, у вас начался день. В общем, вся погода внутри себя. Вот. Вот это очень важно, чтобы вот после того, как вы проснулись, вы сразу же практиковали дхьяну. Тогда у вас день пройдет благоприятно. А если вы хотите практиковать очень серьезно, если у вас есть время, то вы можете практиковать еще и вечером,
более длительное время. Вот как говорит мой Гуруджи, он говорит, что если вы практикуете путь-садхану, то как минимум нужно, чтобы 2 часа для более-менее серьезной практики уходило. Потому что 1 час как бы на разогрев места, а 1 час на то, чтобы получать реальный опыт. Вот. Ну, разогрев, понятно, это образно говорю. То есть нужно, чтобы пространство как-то отреагировало на вашу практику серьезно. Ну, где-то час нужно вот так вот практиковать или джапу, или пуджу. Можно, допустим, пуджу какую-то, если вы делаете пуджу утром, там, потратить какое-то время, час, допустим. Это не час, это. Я час делаю. Можно час не делать джапу. А вечером можно вообще делать только джапу. Но если вы практикуете больше 2 часов вечером, да, допустим, 3 часа или 4, то очень быстро ваша практика перейдет в нада, анусандхану. Вы можете услышать как бы, такие спонтанные звуки внутренние. То есть вы можете на них медитировать. Вы можете, в принципе, оставить мантру и как бы, может мантра-йога переходить в такую лая-йогу. Что еще тут может произойти? Если вы долго медитируете на мантру, то в принципе вы отождествляетесь с мантрой, и вы со временем сможете эту мантру повторять постоянно. Но для этого нужно, чтобы мантра была одна. Вы должны как следует прочувствовать, вы даже сможете повторять во сне. И через эту мантру вы сможете контролировать сон. Вот. Но это уже как бы уровень такой серьезный. То есть во сне вас могут посещать различные как бы, фантазии, какие-то викальпы. Если вы отождествились с мантрой и с божеством, да, то статуей этого божества, не просто с божеством как формой, а именно статуей, сущностью этого божества. Потому что сущность может проявляться и через пустотность, вот, через какой-то звук, там, через вот, звук анахата-нада, то как бы в дальнейшем эта практика может стать непрерывной, от джапа-джапой. А что это такое, чтобы было немножко понятно, есть как бы такое понятие, как сушупти, глубокий сон, есть как бы сон, когда вы видите различные какие-то викальпы, фантазии, да, вы закрываете глаза, но видите картинки. То есть это не глубокий сон, это просто вы вот как бы там рассматриваете, вы просто можете закрыть глаза, ну такой, много так дремать как бы, да, и видеть там dreams. Вот. Есть бодствующее состояние, джаграт. Если посредством одного состояния вы постигаете как бы... Смотрите, что происходит. Вот вы бодствуете, да? Потом вы засыпаете. И вот, например, вы проваливаетесь в глубокий сон. Все, вы забываете про себя. Ничего не помните. Когда вы просыпаетесь, на основе того, что сейчас бодрствуете, и до этого как бы было бодрствование, вы понимаете, что вы были в глубоком сне. Вы понимаете, что вы были в провале каком-то. Получается, вы за счет одного состояния постигаете как бы другое состояние. В результате всех этих 3 состояний вы постигаете 4-е, которое называется тури. Тури произошло от чатури, как бы 4-е. Вот это 4-е состояние, это есть атман. Атман — это вот как бы чистая душа человека, его истинное я. Вот. И турия тита есть еще там.
как бы пятое состояние Турья-Тита. То, что за пределами четвертого, это называется параматма. То есть когда вы понимаете, что вот это вот Турья, этот атма, он находится везде, во всех объектах, короче, во всем. Вот. То есть, но так как фактически разницы нет между атманом и параматмой, то большинство текстов они просто упоминают одну только Турью. Не потому, что они просто не знают, может просто считают, что чего говорить о Туре, если ее нужно просто достигать. Ну, о Турья-Тите. То есть просто словами, что такое Турья-Тита, ну, какие-то учителя считают, что дать какие-то адекватные объяснения невозможно. То есть это знание только напрямую получается. Хотя есть объяснения такие, вот как я сейчас объяснил, допустим, какие-то общие. Вот. И в конечном счете, через практику мантры, одной какой-то мантры, вы можете постичь Турью. Вот. Но я бы советовал начать с чего-то простого, начать с того, что вы просто утром практикуете медитацию. Вот. Потом это состояние начнет как бы постепенно увеличиваться. Но здесь нельзя спешить. То есть не должно быть вот таких состояний. Ну, как вот знаете, вот фитнес-йоги, они там, там меня вставило, вот это да, там, какая духовность вообще. То есть кундалини там так и прет, да? Плющит и там, в общем. Чем более грубые состояния, чем более они такие, как бы, вот так вот внезапно появляются, исчезают, тем меньше это как бы показатель того, что это что-то серьезное, действительно какой-то духовный опыт. Вот. Чем он более подлинный, тем меньше каких-то контрастов возникает. Наоборот, вы на каком-то этапе можете вообще забыть о своем теле, о каких-то ощущениях. То есть меньше каких-то возникает каких-то завязок с какими-то состояниями. Вот вы получаете какой-то опыт, да, потом начинаете думать, что это что-то серьезное, и вы застреваете на этих опытах. Поэтому даже не принято о них рассказывать. В нашей традиции считается, что если ты показываешь свои ситхи, рассказываешь о них, их можно, во-первых, потерять, ну, во-вторых, можно просто как бы отойти от традиции. Очень было много историй, когда какие-то йогины развивали какие-то ситхи, они потом демонстрировали их и, в общем, скатывались потихоньку. И теряли все эти возможности. В некоторых индийских храмах, если вы знаете, да, не принято пускать туда иностранцев. Хотя в этих храмах нет ничего такого необычного. То есть они не пускают туда потому, что там очень чистая атмосфера. И люди, которые не имеют представления о садхане, они просто приходят и начинают просто эманировать какие-то грубые энергии. И это их святыня, да, и поэтому они приходят туда, обычные хинду,
искренне помолиться. Да? Поэтому как бы, все, кто не ведут такой образ жизни, связанный с садханой, ну, просто не пускают, даже если человек кришнаит. Вот. По этой причине вот, не пускают какие-то храмы. По той же причине, может быть, даже уже более глубокой, не принято те мантры, которые вы практикуете, при посторонних людях как бы, произносить их вслух. Вот. Ну, я имею в виду вообще как бы мирских людей, которые вообще ну, как бы, не имеют никаких представлений о том, что это такое. О своих каких-то мистических опытах тоже не принято говорить. У нас в традиции даже иногда дают какие-то наказания йогинам, если они вот, проявляют какие-то ситхи. Есть такая одна очень известная история. Если в повседневной жизни или если гуру рассказывает о своих переживаниях? Нет, гуру можно. Нет, гуру можно. А ты представь, как наказывают за то, что... Нет, гуру можно, даже нужно. Вот. Ну, если это, ну, обычно как бы гуру видит, если какие-то серьезные изменения произошли. Но, в принципе, если ученик там поделится каким-то опытом и как бы уточнит там что-то, да, что ему дальше делать, это нормально, вполне. Но не с посторонними людьми. Ну, то есть не принято вот в традиции, чтобы там кто-то к вам лез в душу, в вашу практику. У них вообще, в принципе, без инициации практика и не начинается. Но все равно они пишут много книжек, печатают там мантры. То есть сами не секрет. Просто это, ну, как бы, это то, что дает ситхи. Вот. И если они у вас появились, то вы можете их использовать, но очень аккуратно. А желательно так, чтобы вообще как бы никто и не думал, что они у вас есть. Вообще, на самом деле, эта тема очень непростая, потому что вот тема ситх. Потому что когда ситхи какие-то не проявляются, вы можете увидеть только то, что у вас самих есть, то, что как бы находится в вашем сознании. Бывает так, что какие-то ситхи, ну, какие-то учителя, они просто незаметно проявляют, ученик просто не видит даже. Потому что ученик в другой реальности находится, видит же не глаз, видит сознание. То есть вы можете идти по улице, да, задуматься о ком-то, ну, о чем-то, какой-то теме. Мимо может пройти какой-нибудь знакомый человек, вы его не заметите, потому что вы задумались. Хотя глаз смотрел, да, вы как бы думали о другом. Почему? Потому что сознание было в другом пространстве. Физически, да, вы смотрите, но ментально нет. Или человек смотрит в книгу, ничего не понимает. Да? Почему? Потому что он думает о чем-то другом. То есть его прошлый опыт не состыковывается с той информацией, которая как бы находится за этими буквами. То есть я могу слышать там, допустим, телевизор, да? Ну, я телевизор вообще не смотрю, как бы, ну, что сейчас смотрю? Интернет, да? Скайп. Да? Почему? Потому что человек как бы находится в своих как бы думках каких-то, ну, просто что-то не воспринимает. Соответственно, видит не глаз, слышит не ухо, видит сознание. Вот.
Поэтому, ну, пусть даже как бы не совсем в полной мере, но если какие-то ситхи происходят, то все равно как бы те, кто их видит, они отчасти настроены на волну того, кто их демонстрирует. Даже слово-то демонстрирует, оно как-то не катит явно. Проявляет, просто на эту реальность как бы проявляет в той реальности, к которой мы привыкли, и она как бы частично как бы трансформируется в другую. Как из другой мерности что-то другое начинает просто проникать. Вот такое может складываться ощущение. Вот. И если там встречаются обычно какие-то ситхи, то ну, какие-то действительно там йогины очень высокого уровня, то это сразу видно, там они, допустим, ну, иногда ты не успел еще какой-то задать вопрос, даже не то, что там не успел задать, они просто вопросы сами исчезают. Почему? Потому что там просто как бы мысль уже не крутится в голове. То есть мой гуру, он говорит, что как бы разницы между мной и тобой нету. Почему? Потому что цель йоги — это как бы постижение атмана, да? А атман, он везде одинаков. То есть разные тела только. Но на духовном уровне различий нет. Поэтому если он, это реализованный йогин в постижении атмана, да? У него есть этот опыт, то через вот этот опыт, через это состояние он может то же самое состояние пробудить в другом человеке. То же самое с ситхами. То есть если эти ситхи, они как бы человек может, они же ведь не ограничены телом, конкретно вот его телом. Он может проявлять в любом объекте. Вот. Поэтому, когда там какие-то способности демонстрируются, там рудракшу кто-то материализует, пепел, то есть они всегда в Индии проходят по определенному маршруту. Ну, как правило, это фокусы какие-то. Вот. Я обычно им говорю: материализуйте мне вертолет. Вот. Или что там, или какой-нибудь там грузовик. Вот. То есть в Индии таких нет возможностей. В Америке еще куда ни шло, да? Так, что еще? А вот это вот на восток, это именно на реальный восток или это внутренний восток? Реальный, это физический восток. По компасу посмотреть, естественно. Да, нужно как бы посмотреть, где восход солнца, по компасу. И утром и вечером все равно в сторону востока, да? И по солнцу не ориентируемся. Да. Обычно да, обычно утром и вечером. Но это очень непростая тема. В том плане, что каждая сторона света, она одну мантру, как бы, от одной мантры позволяет получить разные результаты. Если вы просто хотите быть в общем целом как бы таким же религиозным человеком, да, то это Восток. Если вы хотите получить мукти, да, какое-то спокойствие, можно еще практиковать на север. Если вы хотите мочить врагов этой доброй мантрой, вот, подчинять там врагов там, и так далее, то надо садиться на юг. Если вы хотите получить богатство, то надо садиться лицом на запад. Причем мантра может быть вообще как бы мирная мантра.
Но если вы сядете лицом на разные стороны света, то как бы мантра будет работать для разных целей. Какая именно? Любая. Любая. Вы можете читать, допустим, грозную мантру Кали, но если вы лицом садитесь на север, то она будет такая умиротворяющая. С другой стороны, вы можете там почитать доброго Горакшинатха лицом на юг. Вот. Это будет работать для каких-то внешних целей, глубоких. Вот. Вообще, как бы, тема мантр очень непростая. Есть такие ньясы, там есть бахир, матрика ньяса, антар матрика ньяса. То есть, когда вы касаетесь разных частей тела и буквы санскрита наносите на все тело. Да? Тонкое тело, оно как бы становится сукшмой, да? Как бы телом деваты. А есть, допустим, матрики, которые находятся внутри чакр. Допустим, там мантра, там Шива Гуракша мантра, да? Допустим, повторяйте. Там Ам, Шива Гуракша Ам. Ам, Шива Гуракша Ам. Им, Шива Гуракша Им. Им, Шива Гуракша Им. И так далее. То есть вы как бы начинаете от вишудхи вот так вот вниз, как бы эту мантру, как бы каждый лепесток чакры настраиваете на как бы определенную мантру. И так идете до Муладхары, потом заканчиваете аджами. И фактически вся чакральная система, она конкретно настроена на эту мантру. Когда вы будете мантру читать, как бы она вся будет активизироваться. Потом, что еще? Есть другой вариант, когда вы, допустим, это называется Арохан Аварохан или Анулома Вилома. То есть разная последовательность, разные крамы. Когда вы начинаете с Муладхара чакры, идете, вы начинаете с Аджни, потом переходите резко к Муладхара чакре, потом идете в Вишудхи, заканчиваете Сахасрара. Бывает наоборот, то есть Вишудхи, идете до Муладхара чакры, заканчиваете Аджни и Сахасрара. Такая как бы восходящая и нисходящая энергия. Это как бы матрика ньяса. Есть такая практика. Вы можете просто посмотреть описание чакр, там просто на лепестках вот эти все буковки. Буковка читается в начале мантры и в конце мантры. Вот. И получается такая внутренняя ньяса. Ну, это вот для системы 6 чакр. Есть какие-то еще другие системы из 5 чакр. Но сейчас они мало популярны в индуизме. Сейчас таких систем как бы найти очень сложно. Вот. Некоторые чакры вот в каких-то текстах описаны очень так, по-простому. Они говорят, что там такое-то божество, какая-то питха, священное место в этой чакре. А, допустим, лепестки не описаны. Ну, допустим, ситха, ситханта, паддхати. Ну, правильно, то есть они не описаны, потому что если йогин, допустим, живет где-нибудь в Кашмире или там в Пакистане, ну, там, внутри ислама, он просто знает, как бы, чакра кшетра, где локализированы чакры. То есть он не ориентируется на буквы санскрита. То есть он просто занимается созерцанием чакр. Там тоже есть надхи. Просто они как бы практикуют у себя дома. То есть не открыто там где-то, в каких-то храмах индуистских. Их очень мало. Можно вопрос немножко не по этой теме?
А когда мы йогой заниматься будем? Завтра. Завтра. Ну, в смысле, может быть, мы сейчас мат почитаем по семью. Давайте манту почитаем. У нас как бы практическая часть должна быть вторая. То есть какую-то практику еще Сколько сейчас времени? время у нас уже 9 и 17 минут. Сколько? 9 часов 17 минут. Ну, мы можем почитать мантру. Давайте попробуем мантру почитать. Что-то я тут вообще о беде задумался. Всяких. О глупостях всяких. О всяких глупостях. Да, надо же йогу делать, наконец. Хорошо. Можно, чтобы вопрос перед Да. этим совсем простой? Ага. Шанка мудра, как еще раз делать? Можно показать? Так. Такая вот. Ну, вот так вот. Видите? Ставим ее вниз. Так, хорошо. Так, давайте, наверное, попробуем на дышку, сделаем на дышку сначала, да? Делаем выдох, смотрим, какая ноздря дышит полностью, ну, как бы лучше. Вдыхаем в одну ноздрю, выдыхаем в другую, плавно. Следим за тем, чтобы дыхание было плавным, ровным и длинным. Представляем, как воздух проходит вниз по одной стороне, и в этих частях тела наступает расслабление. Раскрепощенно, медленно делаем дыхание.
начинать от 3 дыханий и со временем можно доводить до 21. Следующее. Полное дыхание. Сначала делаем выдох глубокий. После этого расслабляем мышцы живота. Наполняем легкие воздухом постепенно. После этого также отпускаем, расслабляем живот. Делаем плавный вдох. Еще раз делаем вдох. Сокращаем промежность. Подбородок направлен вниз. Задерживаем дыхание. По возможности. Самостоятельно. И, пуская замки, в обратной последовательности делаем выдох. Взгляд направляем в межбровье, задержки, и далее вверх на макушку головы. Потихоньку заканчиваем. Следующая молитва Ганапати. Вакратундам Махакаяс, Яти Самабхамха Нирвигнам, Кадуми Девам, Сарваданишу Сарвада. Опять делаем. Теперь представляем лотос над головой. Представляем, что в лотосе находится Гуракшинатх. Читаем мантру.
Akhandamandalakaram Tarina Characharam Tatpadam Darshitam Vina Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Теперь складываем ладони в Шанкха-мудру. И повторяем мантру Горакшанатха. Нужно вслух. Ом Шива Горакша Йоги. 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 Ом
Shri Goraksha Yogi, Om 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 Shri Goraksha Yogi,
Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi, Om Shri Goraksha Yogi.
заканчиваем. Можете практиковать эту мантру.